Добрый день, приветствую вас на канале Food Atlas, техника для вкусной еды. Сегодня в выпуске мы рассмотрим работу пельменного аппарата JGL 135-6A и запустим его с сырьем. Основное отличие моделей 135-6A от 120 и 135-5B аппаратов заключается в том, что у 135-6A аппарата корпус выполнен из нержавеющей стали, и он находится в одном закрытом коробе. Верхняя же часть у аппаратов абсолютно одинаковая. То есть инструкция по сборке и разборке аппарата по его запуску будет идентична как для 6А аппарата, так и для моделей 120 и 135 5B и C. Пельменный аппарат JGL 135-6A состоит из следующих узлов: узел подачи фарша, узел подачи теста, узел формовки изделий, также короб аппарата или его станина. Проведем сборку и разборку аппарата и ознакомимся с комплектующими аппарата. Для разборки нам потребуется ключ в виде полумесяца, который поставляется в комплекте с аппаратом. Итак, приступим. Для ежедневной сборки и разборки аппарата разбирать формующую голову нам нет необходимости, поэтому ее мы просто отодвигаем. Формующая голова состоит в основном из бункера для подсыпки муки, самой формующей матрицы, нижнего отрезного барабана и двух скребков, верхнего и нижнего. Итак, далее при помощи ключа мы начинаем откручивать гайки регулировки толщины теста. Самая первая гайка, которая идет ближе к форсункам, отвечает за регулировку толщины теста. Вторая гайка крепит форсунки к корпусу теста узла. Данные гайки откручиваются против часовой стрелки. Далее достаем форсунку наружную и форсунку внутреннюю. От штуцеров отсоединяем трубки для подачи воды. Они нам сейчас не понадобятся. Теперь откручиваем корпус теста узла. Шнек подачи теста. Достаем трубку подачи фарша. Разбор части с теста подачи завершен. Теперь приступаем к разбору узла подачи фарша. Защиту мы с бункера подачи фарша убираем, чтобы она нам не мешалась. Достает шнек подачи фарша. Бункер откручивается против часовой стрелки. Далее откручиваем ручку регулировки количества фарша. Достаем верхнюю прижимную пластину, ротор с двумя лопастями. Достается сердечник фаршевого насоса. Ключом откручиваем прижимную гайку, которая у нас фиксирует магнитатель. Осталось теперь у нас только дно фаршевого насоса и резиновая прокладка. Разборка аппарата завершена. Приступаем к сборке аппарата. Первым делом мы устанавливаем резинку фаршевого насоса. Сверху устанавливаем дно фаршевого насоса. Устанавливаем магнитатель. Магнитатель должен попасть в паз, который есть на корпусе фаршевого насоса. Корпус фиксируем также ключом. Затем устанавливаем сердечник фаршевого насоса. Можно сразу зафиксировать его ручкой регулировки фарша. Устанавливаем ротор с лопастями. Ротор должен попасть в паз. Устанавливаем верхнюю прижимную пластину. Устанавливаем бункер подачи фарша. И устанавливаем шнек подачи фарша. И устанавливаем защиту. Далее приступаем к сборке теста узла. Устанавливаем тестошнек. На тестошнеке есть шпонка. То есть их нужно совместить с ответной частью в валу, приводящим в движение тестошнек. Все. Далее устанавливаем корпус тестоузла с охлаждением. На корпусе также есть шпонка. Ее нужно совместить с пазом. Гайку, фиксирующую корпус тестоузла, мы затягиваем полностью. Далее устанавливаем трубки для подачи воды. Затем устанавливается форсунка внутренняя. Фиксируется прижимной гайкой номер 5. Эта гайка номер 5 закручивается также полностью. Закручивается она ключом. Далее устанавливаем форсунку наружную и фиксируем ее гайкой регулировки толщины теста номер 4. Эту гайку до конца мы не затягиваем. В дальнейшем мы будем осуществлять ей как раз таки регулировку толщины теста. Далее устанавливается
трубка, подача фарша. Трубка у нас встает тоже в паз и проворачивается. Закрываем формующую голову и можно приступать к работе. Пельменные аппараты серии JGL 120 и 135 обладают мощностью двигателя 1,5 кВт, работают от 280 и обладают функцией водяного охлаждения. Водяное охлаждение подключается, вода подключается или к канализации, или делается замкнутой системой подачи воды. Пельменные аппараты соответствуют современным нормам по безопасности и защите персонала. Для защиты персонала на пельменном аппарате JGL 135-6A предоставлены следующие элементы. Защитная решетка на бункер подачи фарша, защитная решетка на бункер для подачи теста и защитная решетка на формующей матрице. Также кнопка экстренной остановки и кожух аппарата закрывается непосредственно на ключ. Регулировки на пельменном аппарате выполняются следующими элементами. Ручка регулировки количества фарша. Данная ручка регулирует количество фарша, которое у вас будет в изделии. Ручка включения и отключения фарш-подачи. В одном положении редуктор подачи фарша работает, в другом положении не работает. Гайка регулировки скорости подачи теста. Физически приближает и отдаляет тестошнек от форсунок. То есть, чем гайка сильнее затянута, тем тестошнек находится ближе к форсункам и тем выше скорость подачи теста. Если гайку открутить, тестошнек отходит дальше от форсунок, тем самым уменьшается скорость подачи теста. Гайка регулировка толщины теста. Регулирует толщину тестовой трубы от 0 до 5 мм. И заслонка, которая также регулирует количество подаваемой муки. Принцип работы пельменного аппарата заключается в следующем. В бункер загружается фарш, где шнек, вращаясь, давит начинку в нагнетатель, в котором вращаются лопасти. Лопасти давят начинку через трубку подачи фарша. Далее тесто загружается в тестоприемник, в котором также вращается тестовый шнек. Шнек давит тесто через тестовые форсунки, и на выходе образуется тестовый рукав. Все на выходе это попадает в формовку под матрицу. В итоге на выходе получаем готовые изделия в виде полумесяца. В компании Food Atlas вы можете найти весь комплекс оборудования для производства пельменей. Например, для работы на пельменном аппарате минимально необходим тестомес для крутого теста, такой как, например, HWT-50 с разовой загрузкой до 50 кг теста. Далее нам потребуется мясорубка. Мясорубку можно использовать небольшую, с производительностью, например, от 30 до 60 кг в час, либо, если у вас большие объемы производства, можно использовать, например, мясорубку Волчок GR120 с производительностью от тонны до 1,5 тонн фарша в час. Также аппарат может работать и на замороженном мясе. А для работы с большим количеством фарша нам потребуется фаршемес, такой как, например, YBX60, способный за один раз перемешать до 60 кг фарша. Также в компании Food Atlas вы можете найти и все остальное оборудование, которое требуется также для производства пельменей. Вплоть до упаковки изделий и нанесения маркировки на пакеты, так, соответственно, и для заморозки. Тележки, разносы и так далее. Для производства пельменей также вы сможете у нас найти и добавки для сырья, такие как, например, заменитель яйца или улучшитель для теста. А для фарша можно использовать соевый текстурат. Итак, аппарат у нас готов к работе. На пельменном аппарате установлена матрица на 10 ячеек с весом изделия 6-8 грамм. Для того, чтобы вам продемонстрировать, как выходит продукция, я временно формующий блок уберу, позже его поставлю. Для работы на аппарате мы будем использовать свиной фарш после мясорубки с решеткой на 8 мм. Начинать работу на аппарате необходимо именно на фарше, потому что фарш мы можем после регулировки и настройки отключить ручкой включения редуктора подачи фарша. Итак, начинаем. Задача добиться того, чтобы фарш выходил из трубки ровно, без рывков. В таком случае наполняемость изделий у нас будет постоянная и не будет полупустых изделий. Регулировку количества фарша мы будем регулировать уже когда у нас будет установлен формующий блок при наполнении изделий. Сейчас именно для того, чтобы прогнать фарш, посмотреть, как он у нас будет идти, мы устанавливаем подачу фарша на максимальное значение. Так, включаем аппарат и включаем подачу фарша. То есть, как видим, фарш у нас идет ровно, без рывков. Именно такой консистенции, такой подачи необходимо добиться при работе с любым фаршем, с которым вы работаете, будь то это мясной фарш, либо, допустим, фарш для вареников, там, картошка, творог и так далее. Необходимо всегда, чтобы фарш шел ровной трубкой. После этого, когда у нас фарш идет ровно, работу с фаршем можно прекращать. Далее приступаем к настройке тестоподачи. Редуктор подачи фарша мы отключаем. То есть теперь у нас бункер заполнен, но при включении аппарата фарш из трубки не выходит. Тесто подготовили крутое, пельменное, на горизонтальном тестомесе. То есть
Это место для крутого теста. Гайку регулировки толщины теста мы чуть-чуть откручиваем и приступаем к закладке теста. То есть на этом этапе нужно отрегулировать необходимую вам толщину теста, которая вам будет подходить. Делать следующим образом. То есть тесто мы просто в бункер загружаем и на выходе получаем тестовую трубу. Тестовую трубу обрубаете ножом, либо отрываете и смотрите, хватает ли вам толщины или нет. В нашем случае сейчас нам нужно сделать толщину теста чуть больше. Это нам, соответственно, нужно открутить гайку. То есть если вам тесто нужно сделать тоньше, то гайку затягиваете. После этого снова включаете аппарат, снова смотрите на тестовую трубу. Все. Данной толщины нам будет достаточно. Скорость подачи теста регулируется уже на формующей голове. Сейчас как раз этим и займемся. После регулировки толщины теста я вернул на место формующий блок и можно приступать делать пустышки. Но для начала я загружу муку в бункер подсыпки муки, чтобы изделия у нас не прилипали к отрезному барабану и к матрице. Далее формующий блок мы просто закрываем и можно приступать. Я отрегулирую заслонку для муки, чтобы муки было не слишком много. И включаем аппарат. Все. То есть на выходе у нас получаются пустышки. То есть это изделия у нас еще идут без фарша, без наполнения. Задача на этом этапе отрегулировать скорость подачи теста. То есть если скорость подачи теста будет большая, то перед формующей головой тесто будет складываться в гармошку. Это означает, что изделия на выходе будут получаться морщинистыми, так сказать, да? То есть будут выходить со складками. Для устранения этого недостатка нужно отрегулировать скорость подачи теста. В нашем случае нужно скорость подачи теста убавить буквально немного. Если они получаются пустышки с небольшими складками, это нормально. То есть при подаче фарша они еще расправятся фаршем и будут полнотелые, так скажем, да. То есть это также можно еще регулировать уже и при подаче фарш. Теперь, когда мы отрегулировали скорость подачи теста, отрегулировали толщину и подготовили фарш, можно приступать к работе, да, то есть включать все вместе. Подключаем редуктор подачи фарша и сейчас мы ставим ручку регулировка фарша на значение близко к минимальному. Потому что если в изделиях будет слишком много фарша, они будут лопаться. Чтобы этого избежать, мы начнем работу с низкого количества фарша в изделии и будем увеличивать его постепенно, чтобы поймать как раз тот момент, когда изделия будут хорошо наполнены, но при этом они не будут лопаться. Количество фарша еще немного подрегулировали. То есть и рабочий процесс выглядит следующим образом, да? Что вот у нас изделия выходят лентой в виде полумесяца, и задача одного оператора следить за тем, чтобы изделия выходили наполненные, то есть чтобы изделия были полные фарша, чтобы не кончалось тесто, не кончался фарш. А задача вторых, допустим, или третьих уже операторов либо лепщиц уже фасовка изделий по поддону и, соответственно, их долепливание до полумесяца, чтобы получались обычные, привычному глазу пельмени, или просто фасовка по подносу в виде полумесяцев, если у вас продукция будет реализоваться именно в виде полумесяца. Настройку пельменного аппарата JGL 135-6A мы завершили, получили пробную партию продукции, можно приступать к работе и получению изделий. При работе на пельменном аппарате очень важно соблюдать правила по эксплуатации и технику безопасности персонала при работе на данном оборудовании. Также важно соблюдать техническое обслуживание оборудования, которое указано в паспорте и руководстве по эксплуатации, начиная от ежедневной сборки и разборки аппарата при мойке оборудования, заканчивая техническим обслуживанием, которое проводится в регламент раз в месяц, раз в 3 месяца и раз в полгода. Выполняя данное оборудование прослужит вам многие годы. Также в компании Food Atlas, помимо сопутствующего оборудования для производства пельменей, вы найдете всегда в наличии запасные части как для обслуживания пельменных аппаратов серии JGL, так и, например, матрицы для расширения ассортимента изделий. То есть, начиная от изделий в виде полумесяца от 6-8 грамм до, например, больших вареников в районе 30-35 грамм, до изделий в форме ручной лепки, треугольных изделий и так далее. Ассортимент на пельменные аппараты JGL достаточно широк. В наличии вы всегда у нас найдете запасные части, начиная от пластиковых втулок, резиновых уплотнителей, до электродвигателей, корпусов в сборе и так далее. Также запчасти есть и для модернизации оборудования, такие, например, как трехлопастной ротор и, например, шнек двухвитковый. Данные запасные части необходимы для того, чтобы аппарат мог работать с более густой начинкой, такой как творог, картошка и так далее, которые обычно используются для приготовления вареников.
Специалисты отдела продаж компании Food Atlas помогут вам подобрать оборудование для производства и организации пельменного цеха, а специалисты сервисной службы помогут подобрать вам матрицы для того, чтобы вы смогли расширить ассортимент изделий, подобрать запасные части и комплектующие для того, чтобы ваш аппарат всегда работал бесперебойно, а также предложат услуги по проведению пусконаладки и ввода оборудования в эксплуатацию и обучению вашего персонала работе на данных аппаратах. Готовьте вместе с Food Atlas. До новых встреч!